So we have just learned that there's a man here who has fought in the Ukraine war for the Donetsk People's Republic. He's from Armenia, and he also fought in Abkhazia and Artsakh during the first Armenian-Azerbaijan war. Very experienced person, and we're gonna do a full interview with him now. It's really gonna be just awesome. So please like this video, share it across all social media, and help me get the word out in just the facts that we find out here. Remember, I'm a totally crowdfunded independent journalist, so please share this across all social media, and remember to support my work with the link on the screen and in the description. Здравствуйте. Можно представиться себя? Я Эрик, меня зовут Эрик. Ага. Можно сказал чуть-чуть твою историю? История у меня такая была, когда я тогда жил в городе Краснодаре, и когда война в Донецкой области началась, когда мирные люди начали умирать из-за тех людей, которые причиняли боль этим людям, детям, женщинам, старикам. Как-то со стороны, когда смотришь, если ты человек, ты должен сострадать этих людей, беспокоиться об этих людях. Потому что мирные люди никогда не хотят войны. Мирные люди хотят жить и наслаждаться этой жизнью. И я поехал туда. Донецк. Донецк. Был СВД «Беркут» у нас. Да? Да. И что вы сделали в Донецке? В Донецке я защищал границы, те, которые были начерчены уже Донецким народным освободительным фронтом, да, вот, держали границу, чтобы со стороны Украины не было нападения на мирных людей. Вы был на бой, или... Были бои, были мирные моменты, были просто нападали так изредка, знаешь, вот. И именно где вы был? Я был в аэропорту Донецка, я был в Ясиноватой, я был в Иловайске. И в каждом месте как бы и старались, чтобы живые оставаться, и старались, чтобы делать так, чтобы войны не было. Если так подумать, ни украинский народ, ни донецкий народ, да, вот, никто не виноват. Вы вообще армянский? Да, я армянин. So, почему вы ехали в Донецк, если это как другой? Знаете, вот когда я такой человек, даже если я буду по улице идти, и будет драка, если кого-то будут бить, например, я обязательно подойду, не дам, чтобы обижали. Мало ли человек, ну может в чем-то ошибся, да, вот нельзя сразу бить человека, надо объяснять. Но все-таки же мы люди, мы не звери. Звери могут только убивать, а люди должны друг друга понимать и делать так, чтобы все было хорошо, мирным образом, человеческим образом. А то, что творился в Донецке, я еще раз говорю, там не донецкий народ виноват, не со стороны Украины. Там были те люди, которые выгодно было это все превратить в войну. Нигде в мире, вот во всем мире, на земном шаре, где были войны, в данный момент у меня на родине была война, и очень много детей, ребят погибло, да, и мирных людей. Нигде во всем мире не рады войне. Никакой народ, никакой нации, никакой веры. Не имеет значения, человек мусульманин или христианин, буддист или индус. Люди есть люди. Ни один человек на земле войны не желает. Простым людям надо просто работать, жить, наслаждаться, веселиться, рожать детей и
прожить свою жизнь достойно. А то, что творили в Донецке некоторые уроды, так сказать, да, вот, которым лишь бы денег заработать, были наемниками. И на Арцах вы был там тоже? В Арцахе был я в 91 году. Вот последние годы не был я там. Я только помогал, чем смог. Вода, сигареты, еда. Я возил. Первая война? Да, 91 по 93-4 год был я в Арцахе. И вы сказал, никто виноват Украина и Донецк. Как вы думал за Армения и Азербайджан? Кто виноват? Что обстановка? Знаете, я еще раз скажу, в каждой семье есть уроды. Здесь и азербайджанский простой народ не виноват. И армянский мой народ не виноват. Когда бывает так, что травят, как вот этих собак, которые, да, вот, драчуные собаки, деньги, вставки делают на собак, да, например. Приводят собаки, дерутся там, и на это делают ставки. Также и людей делают, правители этих стран делают ставки, а страдает во время этой войны именно обычный простой народ. И вы тоже сказал за Абхазию? Да. Вы воевал там или только был там? Нет, я был там во время войны. Как бы, когда я куда-то приезжаю, я стараюсь не то что приехать воевать, а просто быть со стороны тех людей, обычных просто, которые страдают. Как есть в мире, например, миротворцы, люди-миротворцы, которые не дают, например, и тем, чтобы между ними было, как сейчас в данный момент у нас на Горном Карабахе находятся войска Российской Федерации, миротворцы, ребята, которые делают свое дело, которое должны делать. Стоять между этими двумя народами, чтобы не было войны. Это что вы сделали там, да? И можно сказать, как вы сделали? Я вступал тоже, был миротворцем, войска миротворцев. Войска миротворцев, тебя ищут, наверное. Войска миротворцев, вступал туда и как бы старались держать мирное небо над этими людьми. Что вы думал за обстановку Армении? Что должно сейчас? Что надо произошло, за что будет хорошо Армения? В данный момент, то, что мы в данный момент находимся здесь, мы просим, извиняюсь, Виктория, я здесь. Дело в том, что должен он уйти, он не умеет управлять нашим миром, нашим народом. Пашинян, да? Да. Он ничего не умеет. Он только может обещать, но не делать. Лучший человек должен не обещать, но делать. А когда обещаешь и не делаешь, это очень плохо. Это не только у нас в Армении, это во всех нациях есть такое. Лучше не давай слова, что ты сделаешь, а сделай, а потом говори. А когда говоришь и не делаешь, это уже неправильно. Также у нас в Армении уже должно быть на свое все место становиться. И люди на самом деле не должны в горе печали жить. Нам нужен истинный правитель Республики Армения, который может взять в руки наше государство. И на самом деле уже можно сказать, мы с нуля начинаем опять так же.
восстановить наш народ, восстановить соседские отношения, чтобы не было войны. Может быть, и мы несколько десятков лет не будем друг к другу ходить, но и зато войны тоже не будет. Не будут погибать мирные люди, солдаты. И как вы думаете, почему Азербайджан, как сказать, выиграл война Арцах? Когда ты воюешь не с одним противником, а целыми тремя противниками. Это и Азербайджан, и Турция, и наемники Сирии. Честно сказать, нас духом никогда не сломают. Что вы думаете, что Пашинян можно сделать другому на войне Арцах? Что он мог сделать другое? Что он мог сделать? Да, когда война была. Что он ошибка? Его ошибка то, что он как женщина легкого поведения сначала обращался к европейцам, потом американцам, потом другим. Надо было пойти именно на переговоры с тем человеком, с тем государством, с кем он много лет дружит. Это Российская Федерация, да? Россия. Был нашим партнером, был нашим другом. Он должен, а после того, как женщина легкого поведения, он начал прыгать от одного места на другое место, вместо того, чтобы пойти поговорить, как говорится, переговоры вести, попросить. Он неправильно поступил. И он неправильно думает. Он неправильно думает. Это, знаете, вот даже если родной мой брат будет, вот это кресло, в которое они сидят, очень заразное. Он даже хуже, чем СПИД, болезнь СПИД. Он заразное. Кто садится на это кресло, заражается, понимаете? И поэтому люди становятся только думать о своих выгодах, а не выгодах народа или выгодах своих людей, которым должен обеспечить и работой, и спокойствие, и обеспечить, самое главное, безопасность своего народа. Так что, Спасибо. но мы добьемся этого, мы прорвемся.